Приветствую вас, друзья! У нас прогноз 3 декада ноября для знака зодиака Близнецы. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что вас ожидает, представителей знака зодиака Близнецы. Период с 20 по 30. По всем сферам жизни мы посмотрим отношения, работа, карьера, бизнес, финансы. Также получим с вами советы от Таро, от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник. Он ответит на ваш вопрос, да или нет. Близнецы, 3 декада ноября. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви? Первая карта, у кого она есть. Вторая для тех, кто в поиске. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас. Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней. И советы или предупреждения от Таро. Ледорман покажет нам или сюрприз, или неожиданность, или сделает на чем-то акцент. Близнецы, 3 декада ноября. Да, у вас тут какие-то прям дороги. Дороги, развилки. Так, сейчас немножко опущу. Ну, развилка — это может быть реально дорога, но сомнения какие-то есть. То ли даже у вас, например, вот в отношениях, в браке могут быть даже какие-то конфликты. Или здесь выбор. И опять по метле вы не можете договориться. Конечно, это может быть и дома, это может быть и на работе, может быть с друзьями. Кстати, у многих выпадает развилка, и у многих выпадает метла. Очевидно, так звезды стоят, что сейчас коридор затмений, может быть, вот реально очень повышенная конфликтность у людей. Вот может быть еще карты говорят, что вы потеряли контроль над какой-то ситуацией. Может быть очень много встреч, переговоров, разговоров. И пока по метле вы не можете с кем-то прийти к общему знаменателю. Вот здесь вот у вас и 8, да, это вот разочарование, уход, отказ от чего-то. Или вот столкновение характеров. Может быть, для тех, кто в браке, например, из-за каких-то перемен. Это может быть и перемены в личной жизни, может быть, какой-то переезд у вас. Или поездка, может быть, из-за поездки. Почему я говорю, здесь дорога. А вот в совет как раз вам ложится 10 кубков. Если вот эти дороги или выбор связан с вашим домом, с вашей семьей, то здесь нужно в совет постараться со всеми договориться. Учесть не только ваше мнение, но и мнение членов вашей семьи. Постараться не вносить вот эти вот конфликты в благополучие эмоциональное вашей семьи. Не нарушать в доме мир и покой. Вот в начале этих 10 дней у вас ложится 8 кубков. Карта похмелья, когда кто-то перегибает палку в каких-то спорах. Когда кто-то начинает на кого-то давить, принуждать вот к принятию решения. Или, карта говорит, в какой-то ситуации вы зашли в тупик. Тут или нужно вернуться к истоку, попытаться все исправить, или отказаться от того, что вы сейчас не можете реализовать, и ставить новые цели, новые задачи. Иногда карта показывает, когда вот сталкиваются сильные личности, это притирка характеров. Это может быть в отношениях, в дружбе, это может быть в работе. Кому-то нужно уезжать. Вот 2 карты. То ли вам кому-то одному надо уезжать, например, мужчине надо ехать куда-то в командировку, на заработки. Может быть, вообще какая-то иммиграция. Может, из-за этого вот этот выбор. Одному ехать, вместе ехать,
ехать или не ехать. У кого-то могут быть перемены вообще в личной жизни, это уход из отношений. Давайте восьмерку уточним. Переезд. Здесь может быть переезд. Тогда метла может показывать не конфликты, а очень много активности. Очень какая-то энергозатратная ситуация. Ну, переезд — это собрать вещи, перевести, это их потом разложить. Но кто-то здесь может отказаться от свадьбы. То есть вот вы уже, может быть, и помолвку отметили, и вдруг понимаете, что нет, это не мой человек. Давайте тогда шестерку мечей уточним. Это может быть переезд, как я говорила. В любом случае, шестерка мечей всегда несет перемены. Но иногда эти перемены могут связаны с тем, что вы уходите из отношений, а может быть даже из брака. Это может быть уход в никуда, а это может быть уход, что одни отношения вы заканчиваете, потому что у вас кто-то появился. Также это могут быть какие-то командировки, переезды по работе, иммиграция. Ну, давайте посмотрим. Но для мужчин здесь может поступить предложение от какого-то друга, родственника, может быть, человек, которого вы знаете, и он вам предлагает, вот он показывает на земной шар. Он вам дал какую-то надежду, и вам нужно уезжать. У женщин здесь может быть то ли переезд куда-то далеко, то ли все-таки здесь может быть новые отношения. Уход из одних отношений в другие. Если у женщин отношения или брак с королем жезлов, то тогда вы вместе куда-то уезжаете. В любом случае в отношениях и в браке перемены. А вот для тех, кто в поиске, да, здесь знакомство. Паш кубков — это зарождение нового чувства, это признание в любви, приглашение на свидание, это знаки внимания. Причем в конце этих 10 дней, тут уже карта влюбленности, вы уже начинаете строить планы, и в совет предупреждения ложится десятка кубков. То есть совет, она говорит, что вот это чувство, которое только-только зародится, может привести к созданию очень крепких отношений. С человеком можете создать семью. Работа, карьера, бизнес. Рыцарь Пентаклей может говорить о большом количестве переездов. Может быть, по работе. Например, вы работаете на себя. Может быть, это вот брать заказы, отвозить заказы. Или у вас работа связана с большим количеством перемещений. Кто-то может отправиться в командировку или на заработки. Кто-то, наоборот, уже может приехать с деньгами. Также у нас рыцарь несет получение прибыли, продвижение по карьерной лестнице, какие-то, может быть, выгодные сделки по работе, ну и хороший заработок. То есть вот карты говорят, что по работе будет очень много вот дороги, да, дороги, переезды, поездки, коммуникации, общение с большим количеством людей и очень много движения. Вот для тех, кто в поиске работы, здесь Верховная Жрица. Вообще это карта ожидания. То ли вы что-то ждете, может быть, вам кто-то что-то пообещал, может быть, кто-то ждет, вот кто без работы, какого-то приглашения, чтобы отправиться в дорогу. Ну, например, вот такого короля жезлов. Может быть, это человек, который найдет вам где-то работу, ну и пригласит вас. То есть как бы Верховная Жрица может показывать тайну. Да, вот что-то еще пока не определено. Давайте мы вам одну карту посмотрим. Для тех, кто в поиске работы. Да, вы что-то ждете. Скорее всего, приглашение куда-то уехать. То ли здесь, знаете, еще что, Верховная Жрица, это ваша интуиция, подсознание и двойка. То ли реально вы ждете приглашения, то ли вы здесь никак не можете определиться, что вы хотите. Двойка — это вообще может быть отсутствие мотивации. И вот мы ждем каких-то, может быть, инсайтов, чтобы понять, вот что мне делать, на кого-то искать работу, что-то начинать на себя, вот что-то начинать, а что? В совет, подсказку вам, может быть, семья поможет или близкие друзья.
Ну а если вы ждете какого-то приглашения, то пока еще придется подождать. Потому что и по деньгам у нас умеренность, да, это тоже ведь ожидание. Это может быть ожидание получения прибыли от ранее проделанной работы. Как бы карта говорит, что с деньгами у вас все в порядке. Вы умеете распределять средства, даже если их не очень много. И в то же время здесь карта говорит, нужно проявлять сейчас умеренности. Ну, она не говорит об экономичности, но, может быть, не стоит много тратить. Может быть, кто-то будет тратиться на восстановление, например, здоровья, если кто-то болел. В конце, да, планы, мечты, желания, грезы. Но вот останутся они только планами, или вы их сможете воплотить в жизнь, может быть, при помощи семьи, родных, близких. Конечно, еще это карта влюбленности и карта выбора, вот этого выбора. Выбор может в чем у вас тут ссоры? Какую-то крупную покупку совершить, куда-то поехать. Может быть, выбрать из 2 претендентов. Как правило, карта говорит, скорее всего, у вас еще есть время, и здесь не стоит спешить, чтобы понять потом, что вы сделали правильный выбор. Ну, а в совет у нас 10 кубков. Во-первых, поддержка от семьи вам обеспечена, или от друзей, которые уже как члены семьи. Если у кого-то здесь какие-то перемещения, поездки, переезды, здесь как предостережение это выходить из зоны комфорта. Но если реально у вас какие-то перспективы появляются, может быть, по работе, по бизнесу, то тогда стоит вот выйти из этой тихой гавани. Так, хорошо, давайте еще получим для вас советы. Близнецы, 3-я декада ноября. Совет африканского оракула для вас. Так, это у нас богиня перевернутая сейчас. Карта говорит о том, что вы забыли обратиться за помощью к любящим объятиям богини. Сделайте это сейчас. И совет еще у нас от королевы Луны. Близнецы, 3-я декада ноября. Пауэр. Пауэр — это сила, это мощь. Карта говорит, почувствуйте сейчас вашу силу. Сияйте. Не скрывайте того, кто вы есть. Покажите себя миру. Самое время для вас сейчас — это привлечь и воспользоваться новыми возможностями, которые будет предоставлять вам жизнь. Сейчас для вас доступно все. Вы обладаете и силой, и мощью. Воспользуйтесь этим временем. Так, и давайте получим для вас совет. Близнецы. Маятник, ответь, пожалуйста, близнецам на их запрос, да или нет, 3-я декада ноября. Но он ответил нет, не в эти 10 дней. Да, вот так у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего хорошего.